Всем привет, с вами Дэн, и у нас Citizen, дайверская модель, которую я заказывал на Джуме. Это Citizen ProMaster Orca, их просто обожают, давайте смотреть. Кстати, по поводу Джума многие не прекращают спрашивать, можно платить рублевыми картами, как обычно, и никаких проблем, никаких лимитов нет. Значит, здесь гарантия, да, инструкция, заказывал на магазине Creation Watches. Ну, я там заказывал уже много часов. О, да! О, да! Слушайте, ну, Орка была в разных инкарнациях, по-разному выглядела. У меня одна из версий была уже старенькая такая, как бы, это вот вогнутая, как будто бы внутрь, у меня была наоборот. Но, слушайте, вот эта версия прикольная. Да, это по-японски дешевые часы в плане отделки. Это прямо даже чувствуется, когда берешь в руки, когда смотришь на браслет там и так далее. Блин, ну какие же они классные. Они офигенные, они прикольные. Они офигенные, слушайте. Так, значит, калибр E168. Здесь Eco-Drive, соответственно, зарядка от любого источника света. BN023152L. Это референс по конкретно этой модели. Citizen Orca, она же касатка. Здесь у нас такие вот, не знаю, что это символизирует, зубы касаток или вот эти вот пятна белые, которые на касатках. И на задней крышке, кстати говоря, то же самое у нас касаточка изображена. И она здесь прикольная, она прокрашена. Это гравировка еще и с краской. О, это вообще первый раз такое я вижу. Вот за это я бы поставил, ребята, ну прям плюсик. Плюсик хороший. Так, понятно, что это, конечно же, дайверская модель, то есть здесь есть сертификация по стандарту ISO 6425, 200 метров водозащиты, дайверс 200 метров здесь указано, можно с ними нырять. Понятно, что многие, ну ладно, большинство, ну ладно, 99,9% ныряют со специальными компьютерами, и только фанаты часов ныряют с запасной какой-нибудь механикой или кварцем. Да и пофиг. Я, например, люблю взять на вторую руку вот что-нибудь такое. Вот, значит, стальной корпус и браслет. Браслет у нас... Сейчас давайте я вытащу вот эту бумажечку издержки какого-то вот 80-х, не знаю, эти вот бумажечки в браслеты засовывать. Но японцы любят. Браслет с дайверским расширением, и он здесь сделан достаточно приятно, то есть вот так вот на 2 сантиметра, да, ну тут, ну не 2, может быть чуть поменьше, но можно подстраивать под свое запястье, и это хорошо. Штамповочка сверху, но это дайверские часы, поэтому окей. Внутренняя, кстати, застежка литая и на двойной фиксации. Citizen, вот за это прям плюсик. Хотелось бы систему быстрой замены браслета, но у нас же дайверские часы, поэтому какая-то там детская ерунда, конечно же, здесь не нужна. И окей, это пусть будет так. Дальше, значит, минеральное стекло. Циферблат в этой версии синего цвета. Что еще? Есть сигнализация недостаточной зарядки, когда нужно положить под солнце эти часы. Но когда он начинает не через 1 секунду как бы тикать, да, секундная стрелка, а через 2 сразу. Это значит, надо подзарядить часы. Запас хода при полном заряде до 6 месяцев. Есть люминофор от Citizen. Есть также дата, она у нас у отметки 3 часа и такая вот, ну, аккуратно вписали. Давайте сейчас, кстати, ее покажу, а то ее особо-то и незаметно. Какая толстенькая здесь, прикольно. Тут вообще такое все пухленькое, толстенькое, как касатки. Вот. И окошко даты. И все такое мягкое, прям такое округлое, такое няшное, я бы сказал. Часы няшные, хотя это профессиональные дайверские часы. Ну, касатка, в принципе, выглядит няшно, если вы хотите. Хотя это адский хищник, если уж на то пошло. Вот. И что касается цены на Джуме без всяких там скидок, без купонов, то 37 тысяч рублей. Вот, брал на Creation Watches, понятно, что можно там и чуточку подешевле их приобрести. Вот, безель здесь, конечно, с этим классическим хватом от Citizen на 60 кликов, вот эти вот тут такие наплывчики, опять же, под касатку. Конечно, хват здесь не самый удобный, потому что браслет скользковат. Вот скользковат. Мокрые руки, перчатки, это все не очень будет удобно брать. Но, опять же, мы с вами понимаем, что все это, конечно же,
больше для рекреационного какого-то там отдыха, для развлечения, а поэтому в целом окей. Вот такой зализанный немножечко браслет, зализанный корпус для носки повседневный, на отдых, что-нибудь такое, на море. На солнце будет вполне себе удобно. И выглядят эти часы, вот сразу понятно, что это Орка. Они ни на что не похожи. Они реально вот выглядят, вот эти всегда такие полукруги, крупные цифры, крупные стрелки, шикарная читаемость, все матовое. Вот, это всегда все узнаваемо. И вроде бы такие веселенькие, да, смешные, я бы сказал, в хорошем понимании часы, но это, опять же, профессиональный дайверский инструмент, если вы захотите с ним нырять. А это, между прочим, немаловажно. Давайте поглядим с вами и размерчики. Значит, по корпусу 45 высота. Ну, высота здесь вот между вот этими зубцами 14,2. Понятно, что зубцы немножко добавляют. И стекло, оно немножечко такое выпуклое, немножко купольное. Но зубцы, они все равно выше. Браслет. Браслет здесь-то по большому счету интегрированный, потому что вот оно маленькое здесь звено. И так что что-то стороннее будет трудно здесь поставить. И вот, в общем, широкая часть 24,5, узкая часть 20. От ушка до ушка 48,1. Мое запястье 18,5 в обхвате. Вот такая вот посадочка. Да, не самые маленькие часы, казалось бы, но ушек практически нет, браслет сразу вниз, первое звено загибается, поэтому все удобно и посадочка шикарная. Ну и как они выглядят, а? Ай, какая красота. Слушайте, я в восторге. Это прям какой-то, вот, знаете, детский восторг, по-моему. Реально, Орка, она всегда вызывает позитивную, вот это всегда вызывает улыбку. Маленькая заводная головка, и это правильно, но полуутопленная, потому что настраивать вам здесь ничего не нужно. Здесь все-таки кварц, солнечная зарядка, один раз настроили, дату поставили и до свидания. Там до следующей подстройки даты. Все полностью сатинированное, потому что ничего нам блестеть не должно, мы же все-таки профессиональные часы рассматриваем. При этом, кстати, браслет вполне себе неплох. Геометрия очень даже приятная, сделано хорошо. Не чита, в общем, тому, что было раньше у Орки. И застежка мне нравится. В общем, в этом плане все окей. И задняя крышка мне нравится, тоже круто. В общем, если сравнивать с предыдущими всеми там разными реинкарнациями Орки, это прям крутая версия, она очень классно сделана. Понятно, что по современным меркам, конечно, отделка браслета, отделка корпуса, ну она так себе, да, по пятибалльной шкале троечка. Но для дайверских часов это в принципе-то особо и не нужно. Давайте поглядим на полном браслете, сколько все это у нас, вся эта красота весит. Красота не самая легкая, 200 грамм. 200 грамм. Ну, а что вы хотите? Касатка, между прочим. Касатка весит много. О, а здесь еще интересная фактура циферблата. Такая, как будто бы микропесчинки. Ну, все вот эти вот зубчики у нас сделаны аккуратно, красиво. Стрелочки пухленькие, разные. Читаемость на высоте. Безель с алюминиевой вставкой. По дизайну, кстати, вопросов никаких нет, потому что и шрифты, и вот эти метки, часовые стрелки, все в одном дизайне, все в одном стиле, мне очень даже нравится. Поэтому давайте еще глянем заднюю крышку, да и пора уже подводить итоги. Задняя крышка прям вау, вау, вау. Хотя я не уверен, что это долго прослужит, но окей. Ну, что по итогам? Понятно, что часы не для всех, но сделаны они, знаете, вот прям с любовью. Они сделаны с любовью. Все проработано, все классно сделано, все хорошо сочетается друг с другом, и отличные характеристики, и дизайн, конечно же, в первую очередь. И плюс, что немаловажно, это еще и профессиональный дайверский инструмент. Как бы это ни смешно в 2023 году там, или 2024 не звучало. И знаете, что я вам хочу сказать, что при цене там условно 35-45 тысяч рублей, мне кажется, что вполне себе адекватная цена вот именно за такое качество часов. И опять же напомню, что конкуренты от Seiko в основном все-таки дают чуточку, может быть, меньше, чем ребята из Citizen. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.